Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Бусти. Вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-расклады, топ-контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня есть телеграм-чат, где мы общаемся с моими подписчиками. И именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Бусти и на YouTube-канале. А сегодня с нами карты Таро Девиан Мун, Безумная Луна Патрика Валенса. И именно по этой колоде у меня вышел авторский курс, состоящий из 7 полноценных уроков по 40-50 минут, где вы обучитесь не только каждому персонажу каждой карты, но также обучитесь предсказывать будущее именно по этой колоде. Ссылочка где-то здесь наверху будет на курс. Курс стоит всего 1990 рублей за 7 полноценных уроков по 40-50 минут. А сегодня у нас расклад на Светлану Шатунову. Вы все у меня спрашиваете, что это за личность, да, любила ли она на самом деле Юрия, изменяла ли она ему, скучает ли она сейчас по Юрию, да, не хватает ли ей Юрия. Все эти вопросы мы сегодня зададим картам. Первый вопрос, который я бы хотела задать сразу, это характеристика личности Светланы Шатуновой. Покажите нам, пожалуйста, карты. Характеристику личности Светланы Шатуновой. Что это за человек? Какая она для мира и для Вселенной? Характеристика личности Светланы Шатуновой. Что это за человек? Десятка жезлов. Десятка жезлов – это человек, который все время несет свой крест, всю свою жизнь. Да? Здесь человек исполненный какими-то обязательствами, понимаете? Человек, который на кого-то постоянно работает, человек, который постоянно находится под кем-то, под гнетом кого-то, да? То есть ей сказали, она делает, ей сказали молчать, она молчит, да? Ей сказали нести свой крест, скажем так, она его несет, да? Постоянно какая-то тяжба у нее в душе, и ей как-то тяжело, и тяжело сейчас, на данный момент этого времени. Мы сейчас, конечно, посмотрим ее сигнификатор, однако десятка жезлов говорит о тяжелой, а не легкой судьбе. Почему? Потому что она должна кому-то преклоняться, скажем так, да, кому-то подчиняться, исполнять какие-то чужие просьбы и нести вот этот свой крест всю свою жизнь. Она постоянно пытается перейти во что-то новое, потому что десятка – это переход во что-то новое по Таро. Но она постоянно на кого-то горбатится, на кого-то работает. И дело тут не в деньгах, дело тут не в том, что человеку нужны деньги, понимаете? Дело в том, что человек ведомый. Человеку как сказали, так человек и сделает. И если кто-то есть выше человека, кто-то есть сильнее этого человека, то, конечно, этот человек будет прислуживать, будет слушаться, скажем так, да, простите меня, конечно, за выражение, но здесь дело в том, что вот у человека какая-то судьба прислужника, скажем так, он готов выполнять какие-то чужие просьбы, и пусть какими бы тяжелыми, какими бы отвратительными, какими бы ужасными эти просьбы не были, она ведомая, не ведущая в этой жизни, понимаете, и так было с ее детства. Дело не в деньгах, дело не в том, что она живет как-то не роскошно, как-то плохо, у нее нет на это средств каких-то, да, нет. Дело в том, что человек, вот если ему сказали, я тебе дам там, я не знаю, 5000 рублей, но ты мне за это должна сделать вот то-то, вот то-то, вот то-то. Как бы ей тяжело не было, как бы ей горестно не было, она это исполнит, понимаете? Тот, кто ведущий, тот ее и тянет, понимаете? А в паре с человеком, когда она ведущая, она начинает этого человека насаждать, угнетать. И если, допустим, в паре с Юрием она все-таки была ведущая, да, а не ведомая, поэтому она Юрия как-то так немножко прессовала. И Юрий, я в одном из раскладов говорила о том, что Юрий очень переживал из-за того, что он является в их отношениях со Светланой ведомым, потому что Юрий был человеком достаточно мягким, деликатным, да. Здесь Светлана любит людей, которые стоят над ней, которые главенствуют над ней, да, и человеку именно с какими-то определенными, скажем так, психопатическими расстройствами с детства. Это нормально. Нормально то, что над ней абьюзируют. Нормально то, что над ней стоит какой-то нарцисс и говорит ей, что ей делать. И указывает ей, что ей делать и куда ей держать ее путь, скажем так. Как бы ей тяжело не было, еще раз говорю, она собирает волю в кулак, и она выполняет просьбу, требования ведущего человека в ее жизни. Но
ведомым человеком она быть умеет, а ведущим не умеет. И поэтому в паре с Юрием она вела себя, ну, как-то, мягко говоря, была таким узурпатором в отношениях, потому что даже как-то Юрий упоминал о том, что ему нелегко и непросто в семье, да, когда он ведомый человек, потому что он все-таки хочет быть мужчиной, он хочет быть на первых ролях. Как бы кто меня сейчас не ругал, да, все, кто любит Светлану Шатунову, мы сегодня с вами гадаем на картах, мы сегодня не высказываем личного мнения, вы высказываете свое личное мнение в комментариях, я делаю вывод, исходя из карт, да, я уже узнала и прознала про эту личность, потому что не раз уже на нее делала расклады самостоятельные, да, потому что я очень переживаю за Юрия Шатунова, переживала за него, но карты говорят как есть, да, десятка жезлов – это тяжелый человек, во-первых, да, в семейной жизни в первую очередь тяжелый, потому что если человеку достается ведомый человек, то человек начинает из него вить веревки. Человек умеет быть только ведомым. Человеку нужен ведущий, кто-то стоящий над ней. И тогда она будет исполнять любую его просьбу, любой его каприз. Вот об этом здесь речь. Сигнификатор сейчас. Сигнификатор – это настроение, умозаключение, эмоциональный фон Светланы на данный момент времени. Как она себя чувствует, что она думает об этой жизни. Сигнификатор Светланы сейчас. Сигнификатор Светланы сейчас. Ее настроение, умозаключение, эмоциональный фон. Сигнификатор Светланы сейчас. Десятка кубков. Такое ощущение, что она сейчас вспоминает о том, как было хорошо в семье. На самом деле только сейчас она понимает, друзья мои, только сейчас она поняла, как ей тяжело без Юрия, как ей тяжело без человека, который так много пережил в этой жизни. Посмотрите, да, здесь человечек полностью где-то инвалид, да, где-то у него голова проломлена, да, человек сломленный, но человек все равно счастливый вместе со своей семьей. Тут даже двое деток нарисовано. Представляете, да, как символично. И только сейчас она вспоминает, только сейчас она понимает, возможно, что она или они наделали. Мы сейчас еще посмотрим, она знала вообще про то, что Юрия травили или нет. И сейчас по десятке кубков она бы с удовольствием и с радостью с Юрием перешла бы в новую жизнь, но она не может. Она больше не может насладиться этим прекрасным человеком, да, который от нее ушел. Только сейчас она понимает, что произошло по десятке кубков. Я даже еще одну карту выложу, да, сигнификатор Светланы Шатуновой сейчас, представляете? Вы представляете? Мешала, вышла 2 десятки, ей сейчас тяжело. Вот это ее характеристика личности, и она свой крест несет прям до конца. Она любит пребывать вот в этом каком-то измождении. Ей нравится пребывать вот в таких вот чувствах, сострадальческих, скажем так, да, вот это ее такая мина по жизни, извините меня за выражение, да. Но вот она любит, есть такие люди, которые любят страдать. Она любит страдать, она постоянно любит думать о том, какая бы была жизнь, вот если бы я вот не так сделала, да, какая бы была жизнь, если бы Юрочка был рядом со мной, да, и вот сейчас она думает, ах, какая бы была жизнь, если бы Юрочка сейчас был со мной, а мне так тяжело, и вот эта тяжесть у нее по жизни она хочет быть ведомой, чтобы ее кто-то вел в этой жизни, и чтобы ей кто-то сверху приказывал, а Юра ей не приказывал ничего, Юра был мягким человеком, понимаете, о чем здесь речь, и поэтому с Юрой как-то не сложилось, скажем так, да, ну, семья была, конечно, все прекрасно, да, но мы же не знаем, что за завеса этой семьи. Поэтому мы с вами выкладываем карты для того, чтобы понять. И вот сейчас она поняла, как ей нелегко и как ей тяжело без Юрия Шатунова. Это сигнификатор. Любила ли вообще Юрия Шатунова Светлана Шатунова? Любила ли Юрия? Любила ли Юрия Шатунова Светлана? Любила ли Юрия Шатунова? Ох, у меня прям... Представляете, карты перевернулись. Когда карты так переворачиваются, это значит в голове у нее сумбур сейчас, да, то есть она понимает, что она сделала, что они сделали, возможно, да, но не может ничего вернуть назад. Прям карты прям кричат. И всегда, когда я гадаю на Юрия, карты кричат, карты плачут. Любила ли Юрия Шатунова Светлана? Опять эти 2 десятки вышли, так интересно. Слушайте, сколько не мешая, не выходят. И я же говорю, да, только сейчас она понимает, как ей тяжело без Юрия. Но когда он был жив,
Она не понимала, где черное, где белое. Карта шестерка кубков говорит: я не понимаю, где добро, а где зло. Я не понимаю. Я хочу быть ведомой в этой жизни, и поэтому Юрий для меня, он не император. Вот император – это тот, кто ведет по этой жизни, понимаете? Император, который золотого бычка под пояс заткнул и скипетром проткнул. Император – это человек-тиран, это человек-агрессор, но Юрий таким не был. И поэтому нет, я от такой любви отказываюсь. Мне кажется, что я его не люблю. Мне кажется, я просто с ним из-за чего? Из-за денег. Мне кажется, что я с ним просто из-за денег. Мне кажется, что я его не люблю, потому что он свое слово нормально сказать не может. Он для меня не император. Но она не понимала всю жизнь, где черное, а где белое. Понимаете? Дети смотрят театрализованное представление и не понимают, где дьявол, а где ангел. Может быть, под ангелом прячется дьявол, а может быть, под дьяволом прячется ангел. Понимаете? Она не понимала, что для нее добро. Она работала на тех людей. Вы понимаете, о ком я, да, сейчас говорю? Она была в сговоре с теми людьми, которые были против Юрия. А Юрий для нее был так, точно не император. Она его в своей жизни императором не считала. Восьмерка кубков. Я отказываюсь от такой любви, я отказываюсь от такого императора. Он для меня не император. Я не понимаю, где черное, где белое. Я, скорее всего, с ним из-за денег. А вот сейчас я понимаю, кого я потеряла, и ой, как мне тяжело. Вот эта карта тяжести у нее вообще по жизни, да, то есть она не хочет эту тяжесть из себя убрать. Она живет этой тяжестью, она живет этими страданиями. Есть такие люди, энергетические вампиры, которые питаются негативной энергетикой, своей в том числе. У нее снова эти две десятки выходят. Она все время хочет жизнь начать с чистого листа, но не может, потому что все время думает о чем-то, о том, что было раньше, вспоминает. Когда она была с Юрием, она вспоминала о чем-то, что было до него. Когда Юрий ушел, она вспоминает теперь его и думает, как бы ей хорошо было с Юрием. Да? Мне казалось, что я была с ним из-за денег, но нет, на самом деле, мне кажется, что я его любила. Такие люди, как Светлана, простите меня, да, за такое громкое выражение, любить не умеют. И поэтому у человека с психопатическими расстройствами, такой, какой была и является Светлана, я даже не могу выявить вот этот вот признак любви, понимаете? Она нарцисс в женском обличии, и данному нарциссу нужен человек, который главенствует над ней, но человек, которого она ведет по жизни, ей не нужен. Но теперь ей кажется, что ей бы с Юрой было хорошо, и на самом деле она с ним была не из-за денег. Она не видела в нем императора всю жизнь, но ой, как она сильно ошибалась. Там, где было белое, стало черным, там, где было черное, стало белым. Понимаете, о чем здесь речь? Да? Вы можете мне ругаться сейчас, говорить, нет, Светланочка такая замечательная, Светлана такая хорошая. К сожалению или к счастью, карты не врут. Был такой вопрос. Она ли сама родила Юрию Шатунову детей? Светлана Шатунова 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 сама родила Юрию Шатунову детей? Такое ощущение, да, во-первых, сама по умеренности, да, столкновение мужского и женского, да, органа тут говорит нам о том, что, да, действительно, она сама родила Юрию детей по умеренности, но дело вот в чем. Было непросто. Такое ощущение, как будто на ее подсознание кто-то повлиял. Она без рук, она как марионетка без рук, понимаете? Тут ей дали денег для того, чтобы она забеременела. Вот у меня сейчас такие ужасные эмоции, меня они прям переполняют сейчас, да, у меня в голове не укладывается. Ой, как я не хочу. Ой, как я не хочу, ну ладно. Вы знаете, есть такая песня у инстасамки, я ее, конечно, не слушаю, но вы включите, «За деньги, да», называется. И вот здесь вот как раз речь об этом, как бы ужасно это ни звучало, как бы вы меня сейчас опять не ругали, но мне так грустно, мне так скучно, у меня апатия, у меня депрессия. Я не хочу, на мое подсознание влияют, чтобы я родила. Я рожу, конечно, но за деньги. Вы же ужасно просто вообще. Ей дали денег, ей дал денег какой-то человек для того, чтобы она родила детей. Она сама родила Юрию детей. Дети Юрия, его дети, я еще раз повторюсь, да, все, кто не верит, они даже похожи на него, но на ее подсознание кто-то влиял.
Она не хотела, она была в апатии. Такое ощущение, что вот она прям страдала и страдала, вся бедная несчастная. Тройка мечей, правда, говорит о том, что страдания эти такого театрального характера. Но настоял кто-то по рыцарю жезлов, чтобы она за деньги... Видите, человечек без рук. Человек без рук, человек-марионетка, человек, который не может сам принять какие-то решения, но за деньги он его принимает. И он уступает человеку, который на него наседает, только за деньги. То есть, еще раз говорю, на подсознание Светланы кто-то повлиял. По уверенности, да, она сама родила Юрию детей. Но у нее была какая-то грусть, апатия, депрессия по 4 кубков. Она не хотела. Ну, не хочу, ну что ж теперь, да? Тут человечек сидит в дорогом, красивом, большом замке и выкидывает бокалы. Знаете, жиру бесится, называется еще такое. Ну ладно, так и быть. Так и быть, только мне нужны определенные средства, о которых Юрий не знал. Ей кто-то дал денег для того, чтобы она ему родила этих детей, потому что Юра очень хотел детей. И он очень хотел полноценную семью. Она не то чтобы не хотела, но такое ощущение, что ее как заставили. Понимаете, вот здесь вот об этом речь. Да простят меня поклонники Светланы Шатуновой, если таковые есть, да, все-таки я считаю, что истинные поклонники должны быть у Юрия Шатуновой, и настоящие поклонники, они за Юрия Шатунова, да. Говорю как есть, ее заставили и ей дали денег. Ну, заставили это в кавычках, да, ну давай, Светлана, ну он же хочет семью, да, ну роди ты ему, ну ладно, так и быть. И вот здесь вот об этом, да, вот я даже разговор могу как бы пересказать. И тут как-то на нее надавили, ну вот столько тебе вот нормально, она да, вот столько нормально. Вот тут вот об этом речь. Знаете, как суррогатную маму нанимают для того, чтобы родить детей. Но только здесь настоящая жена, ну не хотела она. Не хотела она изначально. То ли фигуру она портить не хотела, то ли от него она детей не хотела, то ли в принципе она детей не хотела. Ну, такое ощущение, что вот меня надо уломать. Вот здесь об этом речь. Следующий вопрос. Изменяла ли Светлана Шатунова Юрию Шатунову? Прям буквально 3 карты. Да, нет. Изменяла ли Светлана Шатунова Юрию Шатунову? Буквально 3 карты. Изменяла ли Светлана Шатунова Юрию Шатунову? Изменяла ли? Да. Изменяла. Карта мошенничества, карта нечестного правосудия, карта пажа Пентаклей. Причем паж Пентаклей – это человек моложе Юрия Шатунова. Если говорить там с Кудряшовым, не с Кудряшовым, я это еще посмотрю сейчас, да. Возможно, с Кудряшовым что-то было до Юрия. Но момент, когда она была в браке, пожалуйста, паж Пентаклей, начать что-то новое с каким-то молодым человеком, молодой человек, который не за того себя выдает, да. Возможно, даже он выдавал себя не за того, когда он с ней знакомился, со Светланой, я имею в виду, да, нечестное правосудие, она Юрия обманывала, мошенничество, карта обмана. Ну, а что вы хотите? Я говорю, как есть, да? Карта обмана, карта нечестного правосудия с каким-то молодым пажом Пентаклей. Что связывало или связывает до сих пор Светлану Шатунову и Разина? Что связывало или связывает до сих пор Светлану Шатунову и Разина? Что связывало или связывает до сих пор Светлану Шатунову и Разина? Желание, исполнение каких-то желаний. А кого? Чьи желания исполняются? Исполнение желаний короля кубков. Настоял на том, чтобы она исполняла его желания. Деньги нужны были некому королю кубков. Король кубков – это Разин, если что, мы сейчас на Разина, да, делаем. Разин когда-то настоял на том, чтобы она, через нее исполнились его желания по поводу денег. Чтобы она была той самой ведьмочкой, которая бы вселилась в подсознание Юрия. То есть именно Разин познакомил ее с Юрием, не Кудряшов, а именно Разин. Здесь главный король кубков – это Разин. Разин сделал так, чтобы Юрий не понимал, где добро, а где зло. Разин настоял по рыцарю мечей, обратите внимание на карты, чтобы исполнялись его желания по 9 кубков. И чтобы появилась Светлана в жизни Юрия, и чтобы Светлана тыкала в него волшебной палочкой. Тыкала в него волшебной палочкой, это, конечно, не буквально, да, но для того, чтобы Юрий испытывал к ней любовь, и чтобы Юрий
Ну, чтобы она была музой Юрия, понимаете? И чтобы Юрий больше денег отдавал Разину, скажем так, да, но чтобы больше денег он зарабатывал. То есть Разин использовал ее в своих целях. И ее, и Юрия, естественно, да, чтобы Светлана проникла в подсознание Юрия, чтобы Светлана стала той самой музой, и чтобы Юрий ничего по двойке мечей не подозревал. Что связывало Светлану Шатунову и Юрия, он их познакомил. Именно Разин познакомил для своих целей, для выполнения своих желаний на деньги Светлану с Юрием, чтобы Светлана затмила его разум, и чтобы она стала его музой. Каким образом там деньги зарабатывались больше, да? Ну, наверное, из-за того, что Юра был просто счастлив. Юра был просто счастлив встретить свою женщину, да? Вот об этом речь, что связывало. Связывали такие партнерские, скажем так, в кавычках, отношения. Если вы спрашивали о том, что изменяла ли Светлана с Разиным, нет, спать они не спали друг с другом, да, то есть Светлана изменяла, но с каким-то человеком моложе Юрия. Что связывало или связывает Светлану и Кудряшова? Что связывало или связывает Светлану Шатунову и Кудряшова? Что связывало или связывает Светлану Шатунову и Кудряшова? Что связывает? Разин, король кубков. Интересно. Что-то пообещал Разин и Кудряшову, и Светлане. Пообещал какие-то неведомые горы вообще по звезде. Их связывает один человек общий. Такое ощущение, как будто Кудряшов и Светлана были знакомы до Разина. И тут он что-то пообещал по 8 жезлов. Они что-то для него сделали, срубили какие-то плоды, что-то натворили. Разин им что-то пообещал, но не выполнил этого обещания. По 5 мечей просто удрал. Понимаете? Просто обманул и Кудряшова, и Светлану. Что связывает? Они что-то, какую-то тайну хранили вместе, и Кудряшов, и Светлана. Да, работали вместе, как-то работали, пентакли уходят в топку. Работали, но ничего не заработали, да, хочется сказать. Ну, тут какие-то денежки были, конечно, от Разина, но то, что он им пообещал, этого не случилось. Разин обманул и Кудряшова, и Светлану. Скажем так, да, они тоже подло в чем-то поступили, да, но Разин тут главная машина подлости, скажем так. Он пообещал им что-то новое, паж жезлов. Пообещать что-то новое, когда они работали на него, срубили какие-то плоды, что-то сделали, чего не вернуть сейчас назад. И оба, и Кудряшов, и Светлана об этом сожалеют. А Разин обманул обоих. Пообещал неведомые горы, обманул, уехал, ушел, скрылся. Да, и пообещал что-то вот такое вот новое, что-то новое, но рискованное, связанное с каким-то риском. И они на него работали как-то. И Светлана, и Кудряшов, они все знали, что происходит. Что происходит с Юрой в том числе. Но я все-таки задам вопрос, да. Знала ли Света, что Юру травили? Знала ли Света... Перевернулась карта. Знала ли Светлана, что Юру травили? Бокалы вышли, да? Карта положительная, но сейчас мы посмотрим. Знала ли... Да что ж такое? Карты сами хотят рассказать историю. Знала ли Светлана, что Юру травили? Да. Кубки. Карта воздействия, да, на человека. Воздействие на его органы. Знала ли Светлана, что Юру травили? Знала ли Светлана, что Юру Шатунова травили? Ну, конечно, знала. Императора, она знала даже, кто это делает. Она знала, кто проткнул золотого тельца. Золотой телец – это символ благополучия. Для императора это Юрий Шатунов. Император – это Разин, который обманул всех, да, и ушел восвояси. Она знала, что его травили, что отравляли его организм. И отравлял, и делал это император. Она знала и молчала. Я даже вытягивать больше ничего не буду, друзья мои. Знала ли Света, что Юрия убили? Знала ли она, что его захотят убить именно, да? Знала ли Светлана Шатунова, ну, понятное дело, что она поняла, что его убили, да, а знала ли, что его убьют? Знала ли Светлана Шатунова, что Юрия Шатунова убьют? Знала ли
Светлана Шатунова предчувствовала ли, возможно, да? Должна же быть какая-то чуйка у жены, у супруги, у любимой женщины, да? Предчувствовала ли она? Ну, если она не любила, как бы там все понятно. Предчувствовала ли, знала ли, что Юрия убьют? Да, но ничего не могла с этим поделать, потому что главный человек тот, кто дает мне выйти в люди, скажем так, да. Да, она знала, что его убьют, она знала, что может до такого дойти, она не знала, что его убьют конкретно, но она знала, что до такого может дойти. Но у меня завязаны руки, я получаю какие-то деньги, я пребываю в стагнации, да, я подчиняюсь, скажем так, человеку определенному, кто меня проведет к лучшей жизни. Ну, это как она думала, да, это она про Разина. Этот человек меня проведет к лучшей жизни, он меня не обманет. Ему вот так вот все подчиняются. Он король и он бог, скажем так, да, ну это я так утрирую. Да, Светлана знала, что его могут убить, но ничего с этим поделать не могла. А что я сделаю? У меня руки завязаны. Есть кто-то главный, но мы-то не главные, мы-то ничего не можем сделать. Если даже Юра умрет, меня Разин проведет к какой-то новой счастливой жизни в колеснице. Да, я буду страдать, да, я буду в броне, да, я буду вспоминать какие-то моменты с Юрием, да, но я пойду дальше. А что мне еще остается делать? Это я говорю ее слова. Знает ли она, кто его убил? Ну, я даже спрашивать не буду, да? Юрий Шатунов собирался уходить от Светланы Шатуновой? Был такой вопрос от подписчиков. Юрий Шатунов собирался уходить от Светланы Шатуновой? Собирался ли Юрий Шатунов уходить от Светланы Шатуновой? Собирался ли Юрий Шатунов уходить от Светланы Шатуновой? Так интересно. Тут не он собирался уходить, тут собирался уходить тот, кому нужны были деньги, кто больше всех боялся. Да. Кто больше всех боялся, кто больше всех врал, у кого было зашоренное мышление, кто находился на привязи, кто кому-то подчинялся, кто убегал от разговоров от каких-то, кто боялся, кто находился в апатии, кто пытался пересилить самого себя и думал, что он поступает вроде бы как, нормально, но вроде бы как нечестно по отношению к Юрию. Я говорю про Светлану. Да, вот Светлана, она собиралась уходить. И она даже думала, что если не получится так, что в ближайшее время он умрет, извините меня за такие слова, я про Юру говорю, да, то я от него уйду. Она хотела от него уходить, причем забрав какие-то определенные деньги, какие-то определенные пентакли. Она больше всех боялась, а тот, кто больше всех боится, тому больше всех достается, да? Как говорится. Она была в какой-то апатии, депрессии, она была несчастлива с ним, это как она так думала, да? Она себя как будто бы пересиливала, жила с ним, не видела пути выхода, находилась в зашоренном мышлении. Мне нужен воздух, мне нужно что-то совершенно другое. Я как русалка на суше, я нахожусь на какой-то привязи, меня охраняют еще 2 зверя, да, Кудряшов и Разин, да, обратите внимание. Но я хочу побольше денег, и я уйду тогда, когда мне дадут отмашку. Собственно говоря, вот об этом речь. Это она собиралась от него уходить. И она хотела, по крайней мере, если даже она не озвучивала, она хотела, потому что не чувствовала себя счастливой. Но в целом такой человек не может чувствовать себя счастливым ни с кем. Как я вам уже сказала, там есть определенные расстройства личности. Кто вложил деньги на памятник Юрия Шатунова? Это была Света. Кто вложил деньги на памятник Юрия Шатунова? Это была Света. Кто вложил деньги на памятник Юрия Шатунова? Это была Света, это был какой-то мужчина. Мужчину нам показывают. Мужчина, который то ли пострадал морально, то ли пострадал физически. Мужчина, который дал денег. Рыцарь Пентаклей, который пострадал либо морально, либо физически как-то. Тоже от рук Разина, скорее всего, да? Нет, это была не Света. Это был мужчина, которого обманули.
Тут даже говорится не про Свету, тут скорее про Кудряшова говорится. Потому что мне показывают мужчину, которого обманули, и помните, которому пообещали золотые горы, и кто поучаствовал в смерти Юрия Шатунова. Да, кто работал на радио, на того человека, которого обманули. Да, теперь отказывается от того, что он сделал. Это не я, это все ты. Угу. Да, кому давали денежку за мелкую работу, скажем так, в кавычках, да? Да. Это человек, который считает, что он морально пострадал, который недополучил денег, скажем так, да, и сейчас думает, ну зачем же я травил Юру, зачем же я убил Юру, да, теперь он думает, теперь и Кудряшов, и Света задумались, а что же мы сделали, да, а теперь уже поздно веревки вить, а теперь уже Разин всех обманул. Почему на открытие памятника жена Юры не проронила ни слова? Меня спрашивают подписчицы, я лично не знаю, да, проронила она там хоть слово, не проронила. Почему на открытие памятника жена Юры не проронила ни слова? Почему на открытии памятника жена Юра не проронила ни слова? Запретили что-то говорить. А что-то говорить запретил человек. Ничего не надо лишнего говорить. Находись в броне. Я тебе запрещаю. Кто тобой сейчас командует? Кто знает все твои секреты? Кто может дать тебе какие-то деньги? Она хоть и знает, что Разин не пообещал, но не дал того, что сделал, да, но она все равно боится. Она боится. У нее есть страх. Я тебе сказала, ничего не говори. У нее есть страх, потому что она знает, что они делали все вместе. Угу. Ну да, у тебя нет рук, ты марионетка, ты не можешь ничего сказать без моего участия, ты не должна ничего говорить. Она не говорила, потому что ее запугали. Не хватает ли Свете Шатуновой Юры Шатунова? Не хватает ли Светлане Шатуновой Юрия Шатунова? Не хватает ли Светлане Шатуновой? Не хватает ли Светлане Шатуновой Юрия Шатунова? Нету такого. Она думает о том, что она могла бы с ним быть счастлива, но что сделала, того не минуешь, да? Новые начинания, которые не заканчиваются успехом. У нее сейчас очень скоро появится, кстати, новый человек в ее жизни. Новый человек появится в ее жизни, но ее отношения тоже не закончатся успехом. Ну, что сделала, того не минуешь. Уезжаю, улетаю из горящего здания, превращаюсь в дурака, обнуляю свою энергию, обнуляю свою жизнь, начинаю все с чистого листа, начинаю все заново. Ну да, я могла бы, возможно, быть с ним счастлива, но он же уже, его же уже нет, его же уже не вернешь, он же уже мертв. Что делать? Я улетаю, уезжаю, ухожу. Как дурочка себя ведет, знаете, так вот немножко грубо, может, будет сказано, да? Ну а что сделаешь? Ну, вот такая вот моя судьба. Начинаю все с нуля. Если есть у вас какие-то вопросы по Светлане Шатуновой еще, я знаю, что они есть по-любому, да, пишите, пожалуйста, свои комментарии, гневные комментарии тоже пишите. Особо гневных комментаторов я всегда блокирую. Если вы адекватны и выдержаны, да, тоже пишите свои комментарии. Я на все комментарии практически отвечаю. А так я вас очень люблю, друзья мои. Жду ваши вопросы, ваши комментарии. До новых встреч.